Здравствуйте, друзья! Не могу поверить, что уже пришло время уезжать отсюда из Ранонга. Здесь так душевно находиться. Из-за того, что долго находишься на одном месте, начинаешь привязываться к нему, испытывать чувства, и не хочется отсюда уезжать. Всего-то 2-3 недели на одном месте, и я уже чувствую себя как дома. Пустил корни, познакомился с людьми, узнал местность, где, кто, как живет, чем занимается. Уже даже расписание людей знаю местных. Но так долго оставаться не может. Нужно двигаться дальше. Поэтому сейчас я собираюсь поехать в Бангкок. Мне нужно сесть на автобус, проехать часов 10 и приехать уже в город. Оттуда сразу сесть на мопед и поехать в аэропорт. Потому что вылет у меня будет сразу через 2-3 часа после приезда в город. Добраться времени мало, около часа, но максимум 1,5 на дорогу. Вылет тоже, кстати, у меня необычный. Я лечу с пересадкой в Турцию. Сначала я добираюсь до Дубая, и ровно через 50 минут после прибытия самолета у меня пересадка, и я лечу в Турцию. Не знаю, успею ли я еще на этот рейс, и что произойдет, если не успею. Квартиру оплатил в Турции. В Дубае оставаться не хочется, но я знаю, что есть регулярные рейсы, всегда можно будет сесть и полететь на другом самолете. Ладно, пойду одевать рюкзак, пора собираться в путь. Друзья, прямо сейчас самолет взлетает. Мы поднимаемся на высоту около 10 тысяч метров. Но меня интересует совершенно не это. Меня интересует то, когда я прилечу в Стамбул. Потому что уже 25 часов я нахожусь без сна, в одном положении сидячем и несколько раздражен. Чувствуется усталость, накипевшая уже внутри меня. Вчера я выехал поздно вечером, в 7 вечера, из Ранонга и поехал в Бангкок на автобусе. 10 часов я находился в состоянии рогалика. Явно меня как-то крючило, я пытался в автобусе разложиться на 2 сиденьях, чтобы отдохнуть, но мне никак этого не получалось. Когда добрался рано утром в Бангкок, где-то к часам 5, вызвал такси. Таксист меня тоже не обрадовал, он начал путать место, где останавливаться, и я его долго искал. Я очень сильно разозлился в этот момент. Ну ладно, ничего страшного. Кстати, посмотрите, какой вид классный. Не поверите, из Бангкока в Стамбул летят одни и те же люди. Причем много. У нас пересадка в Шарже занимала всего лишь около 20 минут. Мы выстроились прям в одну очередь, сразу же, как самолет начал приземляться. Именно те, кто собирался пересаживаться, они вскочили все. И прям в русском стиле заполонили весь проем самолета, всю дорогу. Ну ладно, в общем, мы выбежали и прямиком через весь аэропорт побежали к нашему гейту. Я бежал недолго, наверное, минут 5 всего, но вспотел, устал, конечно, просто тяжело было. «40 часов дороги. Это не хухры-мухры. Лучше я ничего не смог найти, как объяснить, что я чувствую, потому что через 40 часов вы войдете в мое положение. У вас начнут болеть все части тела, уши, нос, ноги, спина, копчик, все будет болеть. И будет теряться немножко сознание, потому что перестаешь понимать вообще, что происходит. Одно только радует, то что в Турции красиво, тепло. Мне нравится то, что здесь зеленые все ландшафты и сухо достаточно. Я, в принципе, доволен, что прилетел именно сюда. Так, нам нужны денежки. Я, кстати, пока летел в самолете, узнал, что здесь, оказывается, есть метро. Сейчас я пойду попробую где-то разменять денежку, чтобы получить хоть немножко лир или чего-то, или где-то буду попрошайничать какую-то копейку, чтобы попасть в метро и доехать до своей квартиры. Хорошо, что я не решился сегодня ночевать еще в палатке на улице.
О, кайфово было бы. Наконец-то я выбрался с этого аэропорта. Знаете, немножко прохладно. 20 градусов, да, чувствуется, что не так тепло, как в Таиланде. И тут повсюду есть указатели. Можно дойти до метро. Я думаю, что это один из самых простых и дешевых способов доехать до центра города и оттуда уже определиться, куда вы собираетесь идти. Поменял деньги, уверен, что не по хорошему курсу. Курс однозначно в аэропорту самый плохой. Сим-карту я тоже сделать здесь не смог. Есть варианты. За 100 долларов сим-карту сделать, за 40 евро или что-то в этом роде. И минимальная возможность покупки сим-карты только на месяц. То есть вы не можете взять какой-то туристический тариф, вот сразу же в Водафоне, на неделю. Гигабайты тоже очень в каком-то странном количестве продаются, и за такие деньги бешеные. Жалко, что не сделал фотографию, не показал вам ценники, надо было бы вернуться. На часах 6 часов вечера, да? А смотрите, до сих пор солнечно. Вообще хорошая погода. Я даже удивлен, что так солнечно. Я думал, приеду, уже темновато будет. Видимо, в Таиланде просто чуть быстрее темнее, чем здесь. Еще немножко ощущается какая-то свежесть, наконец-то. Ребят, короче, вот такую вот карту я только что получил. Это карта для проезда, и, походу, она как-то еще для банка должна работать. Купил я ее вот в таком вот киоске, нажал всего 3 клавиши, занес туда 100, либо 200 лир. 60 лир стоит карта, а остальное вам начисляется на счет. Сейчас еду в метро, попробую зайти по этой карте. Не знаю вообще, пройду я или нет, посмотрим. Вот сейчас я ее приложу и пойму вообще, что я делаю, правильно или неправильно. Походу деньги на ней есть. Сколько стоит проезд, я пока не знаю. Так, вот она, оп, вот сюда. Опа, списалась, 30. 30 лир стоит проезд. Сколько это денег, я пока не знаю. Семен пришел в метро. Метро вообще прикольно, смотрите, открывается. В Москве есть такая одна станция, я не помню, как называется. Но тоже, типа, тебе не дает подойти и упасть. Так, мне нужна одна карта, и я буду по ней искать ориентировочную станцию, которая мне нужна, чтобы приехать. Потому что сейчас я вообще не понимаю. Вот я где-то здесь нахожусь. Вот это карта метро, которая тут показана. И явно мне нужны пересадки. Вот эти. То ли зеленые, то ли розовые. Я сейчас просто поеду на метро, а когда уже увижу карту, то начну понимать, куда мне нужно дальше двигаться. Разобраться в метро оказалось совсем несложно. Я буквально за пару минут сравнил свой скрин с картой, который сделал пару дней назад, и метро, которое я нашел здесь. Внутри поезда я, кстати, не нашел карты, поэтому открыл просто наше обычное приложение метро. И в нем указал уже не Москву, а Стамбул. Здесь много станций, есть пересадки, но никаких сложностей нет. Чтобы доехать от вокзала до центра города, достаточно один раз поменять ветку с какой-то фиолетовой, кажется, на зеленую. Я доехал, но у меня сил нету не говорить, ничего делать. Я умираю, ухожу в отель, посплю, и тогда завтра уже будем общаться. Все, обнял всех. Пока. Доброе утро. Друзья, как вы думаете, как должно начинаться утро в Турции? Я думаю, с хорошего завтрака. Забежал в ресторанчик напротив, где готовят местную традиционную кухню. Завтракать я буду сегодня необычно. У меня есть супчик, яичница, несколько яиц, перчики и, видимо, это творог. Творог, кстати, я так понимаю, что не в дефиците, в большом количестве. Спасибо большое. Дорога сегодня предстоит непростая. Как вы понимаете, приехали мы в Стамбул. Сейчас у нас где-то 6 часов утра. Скоро закроется здесь заведение, позавтракать нужно быстро. Что меня ожидает? Сегодня я хотел бы пройтись по речным каналам, посмотреть на все мосты. Мне очень интересно, есть ли они открывающиеся, закрывающиеся, проходят ли по ним паромы, корабли, плавают ли лодки и что есть вокруг. Саму встречу с городом я думаю организовать по нескольким направлениям. Первое – это пересечение города через станции метро. Я заметил, что есть хорошие линии, которые проходят полностью через весь город. В верхней части я уже был, в аэропорту. Однако не видел более восточные, ближе к Дубаю места.
А там пролегают уже речные каналы. Вот по ним я собираюсь пройтись, посмотреть. Обязательно я хочу сходить на рынок. Мне интересно посмотреть местные какие-то старые улицы, достопримечательности, но не разрушенное что-то, а такое собранное, отреставрированное, чтобы выглядело посовременнее и поинтереснее. Честно говоря, удивляюсь тем, что прохожу по улицам, а тут с утра до ночи проститутки стоят повсюду. Ну, не знаю, наверное, это нормально. Ребят, я не ел практически 40 часов. Все это время, которое я перелетал с места на место, переезжал, я за это время съел всего 2 печенюшки и выпил 250 грамм воды. Я старался ничего не кушать и не пить, чтобы не было лишних движений, и не перемещаться по салону. В общем, сидеть спокойно и дожидаться, когда я просто приеду. Я поспал. Не скажу, что номер прям топчик. Я вам его покажу чуть попозже. Вы сильно удивитесь. Я сделал криптосим. Заплатил $5 и взял на 30 дней 3 гигабайта. Мне, я думаю, это должно хватить в Турции. Если бы я покупал интернет у сотового оператора с сим-картой, я думаю, что это было бы в раз 10 дороже. Ну, ориентировочно. Ну, хотя бы $20 бы точно я заплатил за эту сим-карту. Центрчеф больше всего переживаю за российские денежки. Мне нужно поменять мои рубли на местные лиры. Как это сделать, еще непонятно. Есть в Телеграме обменники, но я несколько переживаю из-за того, что мошенники могут там еще что-то, в общем, обмануть. Куда ты отправляешь деньги, а тебе обещают с банкомата по QR-коду выдать наличку. Получится у меня это сделать или нет, я не знаю, но буду пробовать. Что-то странное происходит. Часов 6, почти 7 утра. Я иду в сторону реки, хочу найти разводные мосты. Не знаю, что еще там найти можно. Хочу посмотреть на город, но у меня получается это немножко необычным образом. Я прохожу по обычным улицам и вижу необычные вещи. Кажется, я потихонечку подхожу к старым достопримечательностям. Вижу, как малиновый рассвет начинает окрашивать дома, все становится цветным, ярким, но очень сомнительного качества. Вот такого я тоже раньше не видел. Туборгшот. О, кажется, я пришел к прикольной смотровой площадке. Надо найти, как перейти дорогу. Вот там открывается хороший вид. Ребята, врать не буду, вот домик, в котором я живу, выглядит примерно так же. Здесь вообще много таких районов. Везде найдутся старые дома с разваленными крышами. Я не понимаю, мне надо нажимать или не надо? Вот красный свет, красный, а мне говорят, надо идти. Я не понимаю, почему. Ко мне реально подошел мужик и говорит, красный свет, почему ты не идешь? Я такой, типа, ну, надо же зеленый. Он такой, не, надо идти. Знаешь, начал немножко по-другому смотреть на все это путешествие, на весь этот мир, на все вообще состояние, которое со мной происходит. За последнее время многое изменилось. Я стал намного больше улыбаться. Как мне тут пройти? Давай тут перелезу. Пока непонятно вообще. Ай-яй-яй. Я вот думаю, а что бы могло произойти еще за ближайший год? Какие могли бы быть изменения? Что бы вообще могло поменяться? Представляешь, целый год путешествия в одной палатке автостопом по всему миру. Люди явно меняют свое сознание, меняют свои интересы, жизненные позиции, ставят приоритеты совершенно другие. У меня сейчас тоже уже поменялось мировоззрение. Я больше внимания уделяю гармонии, балансу. Самое главное — это хороший вайб. Он как-то сам по себе, что ли, случается, происходит. Иногда это зависит от людей, иногда от места, от состояния твоего физического. Но вот этот вайб, вот это настроение, оно важнее всего. Если ты сможешь пробудить в себе вот это сильное чувство радости, баланса, гармонии, счастья, спокойствия, тогда ты открываешь для себя возможность новых вершин, как в работе, в спорте, отдыхе, в туризме, не знаю, в хобби, в чем угодно. Ты сможешь делать намного больше, чем обычно.
Ребята, а тут совсем не тепло, тут совсем не Таиланд. Если даже пишет 20 градусов, это не значит, что тепло. Я ночью даже подзамерз. Когда спал, окутывался всем, чем можно. Полотенцами, одеялом. То ли продувало так, ветер сильный был или что, не знаю, но задубел немножко. Сейчас гуляю. Мне нравится то, что раннее утро, мало людей, еще не так много звуков. Приятно слушать, как оживает город. Потихонечку начинают стучать металлические какие-то детали, механизмы, колеса. Я вот вижу, тут есть поезд, это, наверное, метро наземное. Я думаю, может быть, сесть и доехать до рынка. Надо посмотреть вообще, куда я смогу доехать, если сяду здесь. И можно ли вообще здесь сесть. Посмотрев на то, как плавают корабли, мне очень понравилось. Это приятная, тихая, спокойная, душевная такая плавающая атмосфера. Если билетик стоит недорого, может быть, и я даже смогу себе позволить одно местечко, чтобы прокатиться. Ребята, я еще с утра не пил кофе. У меня есть пакетик растворимого, надо найти горячей воды и стакан. Вот это хорошая идея. Вы только посмотрите на эту кису. А? Киса. Киса сама, да? Ой, хорошая. Умница. Хорошая. Ребята, я готов признаться, что я не самый лучший ведущий, но зато самый ответственный. Тот, который пришел на египетский рынок. Он еще не открылся, хотя ларьки потихонечку начинают распахиваться, двери открываются, ролеты поднимаются, но жизнь еще только в начале зарождения. Рынок должен открыться к 8 утра. Здесь как раз таки сейчас 8 утра есть, но в такое время маловероятно, что сюда кто-то будет приходить. Жизнь, как в Таиланде по ночам, не знаю, течет ли здесь. Вот когда ночью в Таиланде идешь по городу, то те вроде бы только проснулись. Деревянные, стеклянные, керамические поделки, посуда, много каких-то аксессуаров, подарков, сувениров. Нужно все посмотреть. Может быть, мне повезет, и я найду золотую лампу. Ну или медную. Потру ее, и из нее вылетит джин. Наконец-то один из первых ларьков со специями, которые я нашел. Смотрите, жасминовый чай. Я даже не знал и не представлял, что он может вот так выглядеть. Ну, на удивление, выглядит, кстати, очень красиво. Посмотрите, как много цветов, разных расцветок. Используют всякие возможные формы, детали, цвета и текстуры. Если мы обратим внимание, то сам чай состоит не только из определенного цветка, но также добавленных к нему красивых дизайнерских мелочей. Здесь используются лимоны, корица, какие-то дополнительные типа клубники, жасмин, я не знаю, может быть цитрусы или что-то сильно пахнущее, лимоновые стружки, имбирь и другие ароматизаторы. Кстати, если смотреть по ценам, я вот вижу 1 килограмм кофе 680 лир, да? Ну или 600. По цифрам я наконец-то начал примерно соображать. А за 1 турецкий лир я должен заплатить примерно 2,3 российских рубля. Или я смогу получить на 1 доллар около 37,5, ну или 38, если повезет, турецких лир. Для упрощения я считаю считать все в голове. На самом деле сложно понимать для себя новую стоимость валюты другой страны или правильно в ней рассчитываться, поэтому максимально простым способом я переумножаю цифры в голове и считаю, сколько это будет для понятных мне единицах. Для всего у меня есть стандартный. Например, я не трачу за день больше 15-20 долларов. Мне хватает на еду 5 долларов в день, потому что я могу наесться яйцами, какими-нибудь фруктами, овощами, и я уже после этого не хочу есть. Я сейчас завтракал через себя. Например, вчера я делал покупку. Купил бутылочку воды за 55 лир. Как это посчитать в российских рублях? Все очень просто. Умножаем на 2 и затем добавляем небольшую сумму, процентов 15-20 на дополнительных от всей, чтобы получить финальную стоимость. В итоге 50 лир это примерно 120 рублей. Ну, давайте считать так. За эти деньги я купил литр чайности. Иду куда-то по улице. Я вообще не знаю, куда я иду. Мне это так сильно не беспокоит, потому что главная моя цель — это просто путешествие, смотреть на то, что происходит вокруг, и видеть разнообразие этого мира. То, чем я и пытаюсь заниматься. В Стамбуле очень много маленьких улиц, очень много магазинов, рынки повсюду, что-то продают, и продают какие-то однообразные вещи. Чаще всего это могут быть финички, какие-то продукты, стеклянные сувениры, украшения, пластмасса, да китайские даже завозы. Не так редко вы можете встретить и кофейные сервизы, чайные какие-то принадлежности. Это все будет продаваться в большом количестве разнообразных дизайнов. Очень много всяких сладостей и вкусностей. Я вижу
что можно купить практически любую пахлаву, какую-то вкусняшку здесь, но пока что-то совсем не тянет. Если бы был голодный, я бы точно поел. Огромная лавка с бутербродами, да, какие-то роллы. Повсюду начинает кипеть жизнь. Начало утра в городе должно определять всю дальнейшую его динамику и темп. Как ты будешь передвигаться, сколько времени тебе это будет занимать, насколько ты будешь динамичен в своих передвижениях и вообще, что будет с тобой происходить. Знаете, прошло немного времени, и я стал как-то более лоялен, что ли, ко всему происходящему. Перестал обращать внимание на мусор, на грязь, на какие-то сложности передвижением, на пробки перестал внимание обращать, перестал обращать внимание на очереди или на что-то еще. Ребят, что это такое? Это похоже на какой-то туристический рюкзак. Смотрите, стоят в ряд. Ну, это явный рюкзак. На нем сидеть, то ли что. Я такие вещи начинаю замечать уже издалека. Когда что-то похожее на туристическое, ну, прям лежит на улице и прям зовет меня, говорит: одевай, пойдем. Дается ощущение, что вот именно вот эти мягкие прокладки, они для того, чтобы защитить спину. Когда ты переносишь, например, цемент или что-то в этом роде. Друзья, оказалось, что вот эти штучки намного проще. Это просто сиденье, как пуфики или диванчики. На таких пуфиках сидят местные жители во время перерывов между работой. Смотрите на архитектуру. Интересное решение, когда применяют плиточные соединения для создания округлости. С помощью таких вот маленьких ячеек создается геометрия, похожая на округу. Такие ячейки придают еще больше плавность. Соединение множества деталей в одну форму создает ощущение игры. Просто посмотрите, как узор играет с нашими глазами. Именно это большое разнообразие текстур, узоров и разных мозаик создает ощущение жизни, игры, динамики и ритма в архитектуре. И, ребят, кажется, я нашел Боба. Познакомьтесь, это рыжий кот Боб. Привет, Боб. Хороший кот всегда. Я иду, сажусь на лавочку, и он сразу ко мне. Мне кажется, что я слишком рано проснулся, потому что уже немножко подустал. Много прогулялся. Я нашел еще один рынок. Это Гранд Базар. Тут совсем недалеко. Я думаю, что мы сейчас туда прогуляемся, посмотрим, что там есть. А ты? Будешь тут лежать? Хорошо. Я не буду больше тебя гладить. Хороший Боб. Вот что это такое? Это прикольная штука. 2014 год. Турция — это про солидарность. Походу, это первые пальмы, которые я здесь встретил. Но похоже, что они вообще декоративные какие-то, искусственные, как будто бы их сюда посадили специально. Друзья, актуальный курс. На самом деле, да, я был прав. 38,5. Курс рубля 0,4, 0,47. Первый тест на покупку местных лир с помощью USDT либо рублей СБП провалился. Я уверен, что я найду здесь какой-то обменник между улиц, между домов, либо в Телеграме, которым я воспользуюсь в будущем. Сейчас я в этом нужды не испытываю. У меня есть около 10 или 15 долларов в местной валюте, в лирах, и мне этого будет достаточно на сегодня. Завтра мне надо будет купить билет, чтобы переезжать дальше, либо буду путешествовать автостопом, посмотрим, что не решил. Хотя в Анталию я думаю, что хотел бы добраться за один день. Мне кажется, что было бы проблематично переезжать с места на место несколько раз и оставаться ночевать в разных местах. Прикольная инсталляция, правда? Закрыли людей вот в такой вот стеклянный бокс, и они сидят у бассейна, смотрят на птичек. У одного парня уже даже рубашка полезла. Или не только у него. Вот сколько я не иду по городу, тут очень много плакатов с местными политиками. Еще один спящий котик в копилку. Даже не думал, что когда-нибудь увижу настоящий акведук. Позади меня находится вот это сооружение. Вы видите этот мост, или это скорее даже стена, в которой много арок. Называется акведук. С помощью такой технологии снабжали весь город водой. Так, я снова встретил этот знак. Видимо, это какая-то государственная символика.
Ладно, чего сидеть-то на одном месте, надо идти дальше. Пойду посмотрю, что по этой красивой улице. Не зря мне рекомендовали пройти здесь. Улочки узкие, приходится проходить очень аккуратно. Так, я нахожусь, видимо, на Балате. Балат. Ребята, на секундочку я задумался, а что если бы я поехал в Турцию, но на велосипеде? Вот такие бы улицы меня ожидали в ежедневном формате. Представляете, как тянуть велосипед вот на такую дорогу? Ох, я бы явно запыхался. Ну ладно, этим заниматься я не стал. Наверное, это хорошо. Ну вот чего я точно не ожидал, что приеду к какому-то торговому центру. Это Аказия оказалось. Аказия так и называется, торговый центр. Ехал я недолго, наверное, минут 20. Я успел посмотреть местные виды, насладиться всем этим. Один турист посоветовал мне подняться на Девичью башню. Говорит, оттуда очень красивый вид на весь Стамбул, можно увидеть весь город. Прям как на ладони. Зайду в торговый центр, наверное, что-то покушаю или, может быть, попью сока с мороженым. Кстати, очень сильно хочется сладенького. Первое, с чем я определился, то что в Стамбуле находиться точно я не хочу. Здесь большая инфраструктура, дороги, много машин. Ценник, я уверен, что не для меня, потому что он рассчитан на городских жителей. А для меня лучше всего подходит какая-нибудь глухомань. Вот сейчас иду по каменным джунглям и понимаю, что слишком много масштабно вокруг. Посмотрите, сколько машин, какие большие автобаны, дома. Чтобы попасть в какое-то место, приходится переходить не через одну лестницу, мосты, преграды. Все соединяется, хорошо работает, но это город. Здесь нужно работать. Здесь нужно зарабатывать деньги, ездить в офис, тратить их. Думаю, в моем случае нужно искать что-то более отдаленное и дикое, ближе к нашим старым маршрутам. В Аказию добраться мне получилось. Что тут делать, я не знаю. Но надо зайти в магазин. Если получится покушать, покушаю. Только я не знаю, что я хочу кушать. Вообще не сильно голоден. Курки очень много дымят, прям повсюду. Куда бы я ни пошел, у каждого есть какая-то трубочка, что-то папироска. Любители они. Знаешь, мой друг, я решил для тебя порассуждать и пораздумывать. А как сделать так, чтобы ты тоже мог путешествовать так же, как я? Перемещаться по миру, по странам и смотреть, что происходит. Увидеть весь мир на ладони и узнать, что бы могло быть для тебя интересным. Как это сделать правильно? Ты хочешь зарабатывать деньги дистанционно или на месте? Я слышал много историй. Есть люди, такие как... Это советский велосипедист, который проехал практически весь мир по его контуру. Каждый континент объезжал на велосипеде по краю. Это невероятная история. Я считаю, что человек, сделавший это, реализовал мечту каждого путешественника увидеть настоящий мир. Я уверен, что он зарабатывал разными способами. Например, он мог заниматься какими-то ремонтными работами, волонтерством. Но я точно знаю, что он художник и рисовал портреты. Останавливался где-то в хороших, красивых местах, и туристы, естественно, обращали на него внимание. Человек с велосипедом рисует шаржи, делает красивые портреты, поэтому на это он смог себя обеспечивать. Покупать необходимый провиант, обеспечивать себя запчастями и передвигаться по миру. В случае с городом немножко по-другому обретает существование путешествия. Оно превращается в что-то более обыденное. Когда ты путешествуешь между дикой природой, это становится приключением. Когда ты путешествуешь в цивилизации, переезжаешь из одного места в другое, смотришь разные красивые места, это больше похоже на туризм.
Я думаю, что надо совмещать и туризм, и путешествия, на самом деле, исследование диких мест. Это дополняет друг друга. Все время быть либо туристом, либо дикарем – это односложность, которая не приведет ни к чему хорошему. Нужно быть разнообразным и менять свое окружение. Не зацикливаться на дикой природе или путешествиях в городских условиях. Туризм и исследования – это вещи, дополняющие друг друга. Поэтому нужно стараться держать баланс и совмещать их вместе. Ну, в общем, что выдумывать? Наконец-то у меня есть какая-то еда. Кстати, она необычная. Я взял какой-то комбо покушать в Макдональдсе за 210 лир. В нем находится 2 сэндвича, кока-кола и картошка. В общей сложности это где-то 500 рублей, но я удивился, что картошка большого размера, смотрите, какая пачка, здоровая, больше, чем моя рука. Кока-кола очень вкусная и вкуснее, чем у нас. Чизбургеры более-менее, они квадратные какие-то. А чикенбургер, он похож на багет. Как будто бы это типа шаурмы какой-то, ну, этот сэндвич какой-то. Ну, в общем, вот. Видите, как булочка такая прямоугольная, скругленная. По вкусу еще не знаю, сейчас поем. Просто очень устал, и организм вообще говорит, что надо полежать, надо попить водички и отдохнуть. Слишком уж я замотался, много передвигаюсь и не жалею себя. Так, ну давайте я хоть кусну разок, попробую. Салатка, это булка, ну, в общем, бутерброд бутербродом, но я думаю, что не пропадет. Один и тот же чизбургер, что у нас. Просто булка другая. Вообще, круглые булочки, мне кажется, удобнее. Вот эта прямоугольная, она больше похожа на... Да, в KFC, кажется, похожи. Лонгеры, кажется, называются, да? Я вот принципиально не хотел кушать внутри. Мне что-то совсем не нравится в помещении. То ли воздух другой, то ли что, и уже усталость. Сейчас практически час дня, но я, походу, не выспался. Из-за того, что я проснулся в 5 утра, уже немножко клонит в сон. Я думаю, было бы неплохо сейчас докушать и полчасика просто полежать, покумарить на травке. Вот тут в теньке как раз очень хорошо. Ездят машины, таксисты стоят, но меня это сильно не смущает. Я, наверное, одену наушники и поваляюсь в теньке. Ладно. Все, не отвлекайся. Ребята, я, конечно, могу ошибаться, но в этом меню явно есть и скидки. Кому-то достается все намного дешевле. Слышите звук, похожий на игровые автоматы? Это не они. Это проход на лодку. 35 лир заплатил за то, чтобы проехать на лодке с одного места в другое. Тут расстояние небольшое, ехать буквально минут 20, наверное, я думаю. Плыть. Или идти, как говорится, на лодке. Вот. Но народа очень много. Проходят, и лодки, кстати, ходят постоянно, быстро. Я тут особенно не спешу. Да, в принципе, некуда. Лодка быстрее не уплывет, чем все сядут. Сейчас город на меня производит впечатление сразу двух культурных столиц Москвы и Санкт-Петербурга. Я вижу здесь много каналов, много речных маршрутов. Ну что, весь этот плавательный подход несколько мне напоминает Севастополь. Я помню, как переплывал с одного берега на другой и тоже любовался видами, смотрел, как город меняет свои краски на закате, переливаются интересные оттенки и небо меняет свое настроение. Здесь я увидел несколько маршрутов. У нас есть несколько портовых точек на той стороне. Если не ошибаюсь, это Каспар-Боспар и еще 2 порта, которых я видел. Между ними дистанция небольшая, около 50 километров, я думаю. Смотрите, сколько народу. Выходные дни. Все выходят прогуляться по набережной.
Я только что осознал, что еще не делал просмотр комнаты, которую я снял здесь, в Стамбуле. Ну, как вы можете заметить, на самом деле она небольшая. Я стараюсь довольствоваться минимализмом. Минимализм — это хорошо. У тебя нету лишних вещей, да и вообще ничего личного. Ничего нету. Комната сильно подубитая. Много грязи, трещины какие-то, царапки. Но мне это все не так важно. Самое главное — это вид из окна. Под вечер уже становится прохладно. Но когда выходишь на балкон и видишь вот эту красоту, то на душе становится намного теплее. Да, на самом деле домик уже побитый, старенький. Тут грязные улицы, много сломанного, ничего, в общем, чистого нету. Но зато я нахожусь прямо в центре Стамбула, и отсюда недалеко до любого места. Метро у меня тоже под попой, поэтому вышел, сел в метро или в автобус, поехал куда тебе надо.